Я Серега Микрюков, Head of Design Dodo Brands, IT. Ранее работал в компании Око, Яндекс и Дом.ру. Сегодня мы посмотрим с вами прикольные истории из Казахстана, приложение, которое лично мне очень по душе, поэтому салем. И давайте посмотрим. Ставьте лайк, дизлайк, комментарий и колокольчик. Итак, первый классный реф – это, конечно, АБР. Это прикольная сеть ресторанов, которые раньше были только про доставку и про рестик. Теперь они выходят на такой больше как сити. То, что мне, во-первых, очень нравится в приложении и в его ауре, это то, как работа с брендом. В целом, здесь очень большой упор на контент. То, как он представлен, даже в рамках каких-то промо-реклам, это просто очень кайфа. Не знаю, я прям балдею. Ощущение того колорита, ощущение вкуса, оно просто на каком-то запредельном уровне. И если даже посмотреть то, как работать с контентом, ну, это просто прелесть. Это, вот, наверное, единственные сторисы, которые я вообще в целом смотрю, потому что то, как они преподносят разные виды кухни, это прям, ну, мое почтение. Само приложение очень простое, то есть в целом оно поделено на ресторанный опыт, когда ты можешь выбрать какую-нибудь из кухни, дальше посмотреть, что есть. Все фотографии сделаны очень-очень качественно и в целом довольно аппетитно. Хотя вот здесь на этом примере не очень, потому что тень довольно жестко. Зацените, что ничего нету, очень мало информации, а где надо что-то выбрать, либо решить, сделано все максимально просто. Само приложение, мне кажется, сделано так просто, с какими-то маленькими подсказками. Вот тут можно запланировать дату и время доставки, что вы, в принципе, не затупите. И это вот то, что мне дико нравится. Ну и мне очень нравится, как они делают различные коллаборации, например, вот с банком, что аккуратно используют их стиль. Да, здесь, конечно, можно было взять и чуть улучшить скругление, как я раньше уже об этом рассказывал, для того, чтобы лучше впаять. Но, кажется, само приложение сделано в первую очередь не на нативе, поэтому понятно, почему какие-то вещи делать очень сложные, почему здесь нету ликвид глаза. Сама история с бронированием, она тоже интересна, потому что вот здесь наверху мы видим не одну чипсу, и если мы с ней что-то взаимодействуем, она, естественно, раскрывается. Похожую историю, по сути, мы видим в андроиде, оно там оправдано. Здесь, да, вполне себе понятно, вот любой выбор, он, скажем так, идет без определенной анимации, но зато все довольно предельно понятно. И это на самом деле кайфово. Везде, в каждом из ресторанов, вот видите фон. Это фон прям из RAW, то есть они его наследуют, и это тоже очень приятно, потому что ты как будто продолжаешь бронь в том месте, где ты хочешь. Вот видно даже на фоне. И в этом плане это, конечно, супер банально, но при этом супер просто. И вот кажется, вот здесь работа с мелочами, она довольно приятна. Да, не хватает усиления, но это просто небольшое приложение по доставке и по бронированию. Если даже вы посмотрите, оно не входит в топ App Store, естественно, потому что работает только в Астане и в Алмате. Но здесь она дико популярна именно в Алмате, потому что очень много ресторанов, они очень хорошего качества. Да, местами цены запредельные, но не об этом видео. Что еще хочется отметить, это история с бонусами. Вообще история с бонусами различными, оно, мне кажется, самое больное место для многих приложений. Здесь на что стоит обратить внимание. Наверху справа у нас стоит, сколько баллов у меня есть. Эти баллы равны, сколько я заработал на тех либо иных историях, а ниже у нас есть «Собери награды». И эти «Собери награды» — это, по сути, некоторые миссии, которые вот вы как ачивки открываете. И это, на самом деле, довольно прикольно. Вот, например, с каким-то секретной штукой вот эту тучку хочется как-то повращать. Но, опять же, из-за того, что это не натив, я думаю, что это сделать, ну, практически нереально. А внутри профиля вы можете увидеть, что есть эти достижения, и там плюс-минус понятно, как их заработал и прочее. То есть такая некоторая моя доска почета. Кайф? О, я даже могу поделиться с достижением. Даже так. История с кэшбэком и так далее, она здесь довольно понятная, очень базовые, понятные кэшбэки, как их зарабатывают, каких сумм. То есть в целом оно сделано, правда, приятно. Чего-то не хватает, как будто бы хочется все немножко скруглить для того, чтобы она более была мягче. То есть, мне кажется, вот они застряли в таком промежутке, где ты должен быть либо очень строгий, либо, наоборот, мягким. И вот эта промежуточность, она на самом деле немножко мешает, потому что по себе АБР довольно прямолинейный. То есть там супер понятный путь, очень приятный персонал и в целом качество запредельное. И вот здесь как будто бы им стоит либо уйти, как сделал Кинопоиск, прямо в прямые углы и сделать его более строгим, либо наоборот сделать его более мягким для пользователей, скажем так, что смягчить подачу и все. Что бы я рекомендовал, так как это в первую очередь не натив, а это видно даже по шапке, я бы пошел бы в прямые углы, и мне кажется, если это все дело жестко сделать, он еще будет более интересным, более таким,
скажем, там, строгим, за которым хочется больше наблюдать. А так, это одно из лучших приложений, которые сейчас я видел из фудтеха. Если вам нравится такой формат, оставь комментарий, подписку и так далее. И мне, конечно, будет очень приятно, даже дизлайком. А я проверю. Эта доставка довольно большая и входит в Freedom. В целом, Арбуз — это довольно хорошее приложение, собрано очень-очень приятно. Видно, что ребята не стесняются, скажем так, брать какие-то лучшие подходы, которые они видят на рынке, потому что, мне кажется, опытный человек увидит в этом немножко самоката, немножко лавки, ничего в этом плохого нет, но при этом они берут то, что хорошо лежит, и добавляют свое, и это, на самом деле, отдельный кайф. Во-первых, вы можете обратить внимание, что здесь хорошая работа также с контентом и с брендом. Потому что здесь очень много вот их этого бренда, каких-то вот чувачков разноцветных. Их довольно много, они довольно разные, и они узнаются по определенным цветам и по определенным глазам. Вот. И у всех у них есть румянцы. Прежнему считаю, что эта история с табаром лишний, потому что все можно было разместить на главном экране, это вполне себе допустимо. Но да, допускаю, что в этом плане UX немножко ухудшается, но как будто бы можно. Вот. Отдельно хочу сказать, что профиль ананас — это кайф. То есть не каждый из нас готов быть ананасом, а пиццу с ананасом никто не любит, а здесь ананас — это вы. Это прикольно. Что хочется отметить, это история с тем, что сразу же вы видите, куда, видите, когда можно, и сразу же 3 самых, наверное, частых истории, которые можно взять на UX. Это часто то, что вы заказывали, и сообщения, потому что очень часто вы общаетесь либо с курьером, либо общаетесь с техподдержкой на тему, то товар испорчен, замена, либо что-то еще, потому что в целом это какая-то такая база. Сама работа с контентом, она нормальная, она в целом, мне кажется, находится в каком-то бэзлайне. Очень легко делать какие-то быстрые вещи. Очень бесит, конечно, эти рекламные истории про Freedom, потому что их, в принципе, можно было спокойно опустить, сделать более понятно и показать разницу непосредственно на уровне 2 цен. Также Freedom, кажется, имеет свой уникальный вот этот эмблемку, и его, правда, уже знают многие. Дико бесит пробел между тенге. Но вот работа, опять же, с мелочами, то, как это появляется, это, конечно, боль. Хотя, вот видите, колбасится, но вот цифры не так вкусно переходят. С точки зрения пользователя UX, абсолютно понятное чисто приложение, все, правда, на своих местах. Вот не хватает каких-то вот, правда, приятных вещей. Вот здесь, например, видимо, центральное выравнивание текста, это как какой-то, сущий ад. Дизайнер, если ты меня слышишь, никогда старайся не делать центральную штуку, если только это не Windows. А так, 2 кнопки, тоже все убавляется, пол Кока-Колы. Не очень. Отдельный вайб, я очень часто замечаю истории, когда люди специально стилизовывают какие-то спешалы под рисунок. Это чисто такая вот казахская тема, мне кажется, потому что очень много раз вижу, когда банки либо кто-то пытается показать некоторую такую человечность, они уходят в такую живопись и все. Это работает. Почему нет? Очень прикольно сделаны интересные категории уже за 10 минут от героев. Вот как бы вот за такие штуки на самом деле это правда кайф. То есть некоторые такие подборки коллекции, которые, по сути, они продают рекламные места и все. И в этом плане это прям кайф. То есть можно, правда, много чего сделать. Видите, здесь, кажется, очень новая категория. И в этом плане их пока мало. Но вот если они так пойдут, в целом любое кино, любой музыкант может делать свою коллекцию от скриптонита. Почему бы нет? Что еще хочется отметить? Вот, например, блок с подписками. Он мне очень нравится, потому что он очень простой, он прикольный. Здесь есть кусочек пиццы, есть здесь сратый томат, который куда-то летит, либо яблоко. И звезда, которую насадили на елку. И это, правда, очень прикольно, обращаешь внимание и вот бросать непосредственно на Freedom. А так, в целом, понятный вайп, он очень простой, легко это все делается, весь UI максимально понятный. В целом, такая, знаете, крепкая база, все ясно и очень довольно чисто. И это отдельный респект за это. Сама карта, точка, вот мне кажется, что она здесь, даже вот по центральной вот выравниванию, она вполне себе неплохая. При этом как бы вот на все эти теги можно кликать. Это отдельно супер кайф, потому что вот в самокате мне это пипец как не хватает, потому что хочется быстро переходить к категориям. Если я нашел
какую-то штуку. А так вот вся часть, все, что связано непосредственно там, с составом и прочим, все спрятано, местами не актуально, но это уже другая проблема. Отдельное спасибо, что есть оценки, потому что вот таких вещей супер как не хватает в нормальных приложениях по доставке, потому что хочется просто узнать мнение людей, типа, вообще берут, либо нет. Ну, вот этот второй этаж, конечно, при заказе во Freedom Super App, что они пытаются жестко драйвить, но, ребят, не на этом уровне, потому что по факту это можно было сделать в корзине, когда ты уже непосредственно в нее переходишь, вот, можешь сказать, тут можно поделиться корзиной. Вот здесь я как бы понимаю еще почему. Можно было сделать просто за счет, даже вот здесь можно было оплату сделать более со скидкой и все. То есть в целом это все бы решалось бы куда проще, при этом фокус все равно в арбузе. И вот покажи мне скидку, вот сколько здесь. Мне надо считать 2000. Правда, можно было спокойно доработать, ничего там плохого бы не было. Следующее приложение — Крыша. Это, естественно, история про аренду. Он входит в большой холдинг колеса КЗ, где с одной стороны есть про машины, с другой стороны есть про аренду квартир, либо покупку и так далее. В целом это очень популярное приложение, также потому что все, что связано с недвижкой, ей идет через крышу. В целом, чисто понятно, все ясно. Мне не очень нравится вот эта история, когда в одном блоке у нас там 3-4 совокиля разного типографики. Все это, естественно, можно было спокойно, мне кажется, почистить до 2-3, потому что 4 это правда дофига. И здесь еще надо обратить внимание, что если ты уже в Алматы, зачем тебе еще раз об этом писать? Зачем? Это все можно смело почикать и сразу показать район. Мне очень нравится здесь, вот тут как некий Зарев, эта история с обвести область, потому что здесь она работает, очень здорово. То есть четко показывает, и весь список, который уже будет, это будет непосредственно то, что там находится. Это прям сделано супер нативно, понятно и прикольно. Сама стилистика, она стала лучше, потому что несколько лет назад, когда я его использовал, оно было таким, знаете, очень утилитарным, что ли. Сейчас оно добавилось визуала больше 3D-шек, стало больше бренда того желтого цвета. И это, конечно, плюс. Но если сравнивать его с каким-то более популярными приложениями с других, скажем так, сфер, оно, конечно, уступает. Почему? В первую очередь, за отсутствие конкуренции, потому что она, естественно, не дает ребятам двигаться более активно и менять. При этом ребята не стесняют, не показывают, сколько было просмотрено, и это отдельный респект. Очень прикольно, что сразу же показываются вот эти истории с детскими садами, магазинами и так далее. Но, опять же, можно было добавить, сколько тут. Можно было не делать такие прям большие кнопки, а сделать, не чипсы, а сделать его более таким понятным навигацией, мне кажется, потому что это было бы куда чище, и оно бы не так сильно бы сливалось. Но опять же, как вы обратили внимание, очень любят работать с иконками. Мне кажется, здесь иконки — такой некоторый культ в дизайне, потому что очень много из иконок, мы их видели в предыдущих версиях, и здесь очень много иконок. Это интересно. Крыша агента тоже непонятно. То есть, если это какая-то такая важная штука, мне кажется, разместить около цены — это более релевантная штука для того, чтобы не жестить. Плюс выравнивание по картинкам, сделайте одну маску и засуньте ее туда. Мне кажется, куда будет проще, потому что видеть 18,6, это какая-то просто, неприятная жесть. Забавно, что Медеевский район я вижу его полностью, а здесь нет, Наурызбайский район. Это все как бы очень легко можно почистить, посмотреть. Да, эти соседние иконки, которые вы видите справа, код высокий, то есть ни о чем мне не говорят. И это в целом такая, знаете, чисто дизайнерская тема, все разбито по углам, ждать, что человек это поймет. Нет. Так чисто это плюс. Это, правда, прикольно, на всю карточку можно нажать, то есть все причесали, прикольно. Не хватает каких-то плавных, понятных анимаций, этих переходов, потому что без этого, к сожалению, никак. Можно ставить заметку. Прикольно. И как я пойму, что... вижу, прикольно. Очень не выделяется, хотя это, на самом деле, мне кажется, если я оставил заметку, здесь это обязано быть просто, как, знаете, чувак, ты оставил заметку. Наверное, это очень важно. Увы. Кисел. Смотрим Кисел. Кисел — это оператор довольно большой. Один из прикольных вещей, на самом деле, то, что он полностью также собран не на нативе, то есть это HTML-ка. И здесь, мне кажется, что мне всегда нравилось, это уровень дизайн-системы. То есть здесь как будто бы дизайнеру выдали просто 5 блоков, 5 компонентов, и все собрано на этих компонентов. Местами где-то, видите, не обрезается, все хорошо, у нас все заходит. А где-то прям жестко обрезается. Это понятно, из-за чего сделано. Все очень легко фиксится. Но что мне дико нравится, то как работает с этими понятными сетками и прочим. Потому что это супер классно.
плотно, она очень выглядит приятно. Вот хотя, видите, внутри уже какой-то просто дичь. В Алматы все поехало, магазины, ну, жесть. А вот на верхних этапах, где идет история про тарифы и так далее, оно выглядит максимально интересно, максимально понятно. То есть понятные фокусы, понятно, как что есть, как это работает, что есть цвет более активный, есть цвет менее активный. И это, правда, ты в этом спокойно смотришь, разбираешься. Иконки, куда без иконок? Иконки, много иконок. Иконки под разный стиль. Очень большая любовь к иконкам. Прикольно. Но вот это, конечно, все выглядит, преимущество и так далее, не очень хорошо, потому что это как раз то, что человек покупает, все можно было вытащить вот прямо вот так, и все остальное непосредственно спрятать, и ничего в этом плохого бы не было. К сожалению, с одной стороны, мы улучшаем видимость, с другой стороны, ухудшаем продажи. Понятно, что это не на натив, много чего нет, но что я хочу отметить, ребят, вот если дизайнеру дать 3-4 блока и заставить его сделать максимально разные варианты, получается вот нечто подобное, это прикольно. То есть это, правда, заставляет подумать, сделать так, чтобы приложение было, ну, максимально чистым и понятным. И это, конечно, лайк. Очень прикольно, нравится, как пример того, что вот можно из 3-4 компонентов сделать вот, правда, понятное приложение. Но улучшить, конечно, хочется. То есть тут, видите, и выравнивание, и работа тарифные планы, то, что это все очень сбито. И в целом можно куда было сделать проще. Вот зачем-то полоса, которую можно убрать, и ничего не ухудшилось бы. Кнопка подробнее можно не делать вот так прям. Я бы даже вот эту штуку бы немножко бы разжал бы. Ну, вот такие вещи, конечно, вот отступы и вот закругления, они как будто бы изначально был бюджет на дизайн все делали, а дальше ребята уже делали сами, и вот это все, конечно, хочется подправлять. Но по-прежнему еще считаю, что положение оператора очень прикольно. Не знаю, вот сколько раз я брал здесь роуминги и прочее, и всегда прекрасно все работало, было максимально понятно, все есть. Ну и любовь к иконкам. Ну и последнее у нас это приложение Каспи. Ну, вы знаете, что Каспи это большущий, просто один из крупнейших и больших суперапов. Наверное, вот один из самых успешных. Здесь уже ребята оплачивают ладонью, и это тоже очень удобно, потому что ты просто поднес ладошечку, она считалась и все. Здесь как раз история с QR-кодами возведен в абсолют, как мне кажется. Я думаю, что это будет более мне лично показать вам какие-то куски, потому что в приложении очень мало чего есть, то я могу показать вам в рамках фото либо видео, потому что они жестко блокируют любую фиксацию, потому что таким образом они борются с мошенниками, их очень много, они обманывают разных ребят, бабушек и дедушек, вот, за счет этого они таким образом пытаются с этим бороться. И это Каспи, мне кажется, один из хороших примеров такого более азиатского дизайна, он такой более китайский. Если мы смотрим на более такой европейский, американский подход, и он нам говорит одно приложение, один стейт, одна мысль, то здесь мы, конечно, говорим про плод информации. То есть вам должно казаться, что его очень много, и здесь все есть. Вот, и в целом вот вы видите, да, даже по первым блокам, где у нас есть всякие сертификаты, одежды, обувь и так далее, все очень плотненько, при этом не сильно перегружено. Вот здесь, конечно, хочется сделать вот такой некоторый отступ, чтобы оно было работало непосредственно поверху. И иконку сверху слева тоже хочется положить на подложку. Для того, чтобы она как-то считывалась. Но это все можно было смело, мне кажется, закруглить спокойненько, чтобы она считывалась ну, максимально вот, идентично. Очень плотно вот эти серые рамки, да, бесят, пипец как бесят. Тут либо вы решаете за счет подложки, либо вот просто вот напишите в комментарии, что думаете. В самой карточке она довольно понятная, простая. Здесь мало работа с брендом. То есть, например, видите, корзину купить сейчас не про Каспи. Очень легко наверху вот мы видим быстрые переходы к разным блокам. Вот это то, чего мне очень сильно не хватает в Озоне. И что классно, когда я вижу один товар у разных продавцов, я сразу же вижу, что есть. Могу сразу же отсортировать того продавца, который мне супер выгодный. Вот это то, чего пипец мне тоже не хватает и в Озоне, и в Яндексе. Хотя я Яндекс вообще не беру. В этом плане я могу сразу же выбрать то, где я хочу брать. То, что мне подходит и по цене, и вот есть по автомату. Опять же, иконки быстро считываются, что да как есть. Заметьте, что в Каспи похожая история про бонусы, куда пошли Freedom. Так как есть узнаваемая часть, ну покажите вы рядышком. То есть у вас цены в 3 разных местах. У вас есть полная цена, у вас есть цена в рассрочку и цена за это. Причем в рассрочку по-любому это будет Каспи. Ну сделайте вы это все проще, быстрее в одном месте. Зачем это усложнять? Ну, жесть. Работа с текстом, правда, это самое больное место, потому что, кажется, текст очень плотный, сплошной. Вот столько текста я бы никогда бы не делал. Я бы делал бы около 7-8 строчек бы. Его, конечно, хочется сделать попроще, потому что если хочешь почитать, будешь читать. Все нажмут, ничего плохого там нету. В целом, мне кажется, самая частая история — это пойти в рейтинг. Зачем писать рейтинг товара, если понятный рейтинг товара, либо напишите внизу рядом с оценкой. Но в целом сам дизайн очень плотный. Если его пытаться рожать, да, можно, но
вот по-прежнему мне нравится. Здесь нету темной темы, они тупо на нее забили. Полностью не осуждаю, это тоже большой плюс. Так, вышло солнце, что поделать. В Каспии очень интересно смотреть за самим банковским приложением, потому что он нетипично для всех. Да, они также вводят полную сумму. У них есть 3 таких больших раздела, и там по-прежнему есть иконки, как бы. И мне кажется, вот в этом плане они немножко меняют стереотип обычных историй с картами и прочее, потому что здесь карта — это не абсолют. Здесь карты мало кто, в принципе, пользуется. Здесь история больше через оплаты QR-кодом. Я думаю, что история с ладонью также пойдет, потому что она более управляема. Вы знаете, что ребята из Сбера тестировали историю оплаты улыбкой. Либо в метро это было в московском, либо где-то еще. Я точно не помню. Вот если улыбка, для меня кажется, очень легко ошибиться, потому что улыбка — это какая-то история доброжелательности. Если вы приходите покупать в магазине что-то, вы хотите улыбнуться для того, чтобы проявить какую-то доброжелательность. И это вполне себе оправданно. И в этот момент улыбаться и оплачивать можно совершить эту ошибку. Звучит очень прикольно, то есть как маркетинговый оплати улыбкой довольно просто, понятно, но вот не верю. Тут история, ребята пошли в ладошку, это похоже на отпечатки пальцев, но вам не надо ни к чему прикасаться, вы просто поднесли ладоньку свою, и система считала и оплатила. И это, на самом деле, довольно прикольно. Вчера видел банкомат, в котором вы можете прям подойти в магазине, оставить часть, дальше продолжить регистрацию вашей ладони в приложении, подписать документы, все, easy. И это очень-очень просто и понятно. И я думаю, в этом плане куда проще. Вы можете не знать язык, вы можете там с кем-то говорить по телефону, вы можете улыбаться, вы просто поднесли руку и все. Это прикольно. Что еще могу сказать про банк? Самый бесявый раздел, который есть, это оплата в интернете. Вот он пробесит люто, знатно. Очень много информации, непонятно зачем такие разбивки. Хочется либо сделать нормальный ползунок, либо сказать: ребята, деньги не проблема, готов оплачивать все, что угодно, чтобы просто вы меня не бесили каждый месяц и не напоминали об этом. Ну и отдельный респект за то, что есть блог, в котором говорится мои подписки в интернете. То есть я могу сразу же зачекать, где есть эти регулярные платежи, которые постоянно списываются. За это тоже отдельный респект, потому что, мне кажется, вот в плане UX это, правда, супер прикольно, но вот как будто бы не стоит ничего пользоваться из открытых доступов, пачку сервисов и начать их ставить. Ребята из того же Т-банка это уже давно делают. Мне кажется, с помощью AI сейчас вообще можно быстро собрать на вайп-коде такую штуку и все. В Каспии есть еще всякие там объявления, турагентские билеты и прочее. Его куча всего, очень много. Оно в целом как будто в одной дизайн-системе. И вот с одной стороны она довольно простая, и ребята все это пытаются как-то еще облегчить, улучшить. Не хватает вот более сильного бренда. Вот, с другой стороны, он им не нужен. Люди его здесь очень любят за то, что они делают. Опять же, в отсутствии конкуренции вам может показаться, что приложение очень скудное и прочее, но рекомендую попробовать с точки зрения юзабельности. Сколько я использовал различных маркетплейсов, пока самым удобным, что мне больше всего нравится из всех, что я видел, там это Amazon, Озон, ВБ и прочее, я, наверное, выберу Каспи. Каспи для меня один из самых удобных маркетплейсов для заказов чего угодно, работать с QR-кодами и так далее. Ну, просто офигеть. Просто отдельно меня бесит этот черный экран, потому что любая запись чего-то еще, это просто лютый черный экран, который еще выглядит ужасно. Хочется его сделать более понятным, дружелюбным, показать, возможно, рассказать отдельно, что мы заботимся о вашей безопасности. Вот. Они даже не дают отключить это. Это тоже какой-то, это, да, паранойя, окей. А на этом у нас все. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, огонечки. Мне очень приятно. И оцените такой спешл. А я пошел кататься на лыжах.